Привет, не ожидал гостей. Ну, раз уже здесь, позвольте мне сначала немного прибраться. Так, для тех, кто попал на этот канал случайно, сразу скажу. Это гайд по аддону Dark Angel для World of Warcraft на версии 3.3.5 Wrath of the Lich King. Итак, стоит начать с того, что Dark Angel — это аддон для менеджмента гильдии и рейдом, то есть для офицеров гильдии и рейд-лидеров. Сразу скажу, что аддон довольно-таки объемный, поэтому, чтобы не перегружать вас информацией, я расскажу в общих чертах, что аддон вам дает, а уже в последующих видео будут более детальные объяснения уже по модулям. Итак, первое, что вы заметите, когда установите и откроете аддон, это вот такое вот меню. Это браузер гильдии, выполненный в виде такой вот админ-панели. Тут есть поиск по любым параметрам игрока, то есть ник, левел, заметка, офицерская заметка, ранг, последний онлайн и класс. То есть какие хотите можно выбрать. А что еще тут есть? Помимо поиска также есть сортировка игроков. Вы можете их отсортировать, собственно, по любому из вот этих вот критериев. То есть онлайн, имя, ранг и так дальше. Вот это тоже интересная сортировка, можете почитать потом. Помимо поиска сортировки есть еще шаблоны. По сути, это то же самое, что поиск, но уже готовые как бы варианты. Вот, например, все твины, все мейны, ну и еще, кроме того, куча всего есть. Есть возможность сохранить что-то кастомное. В данном меню есть возможности для точечного редактирования каких-либо параметров у игрока. То есть заметка, офицерская заметка, можно переключить быстро ранг поменять. Также есть возможность делать некоторые балковые операции вот через вот это меню, но сейчас мы их покрывать особо не будем. Также здесь есть возможность быстро посмотреть, например, твины у игрока при наведении с шифтом, с контролом еще покажет последний онлайн и ранг гильдии. А помимо этого можно нажать правой кнопкой по игроку, и некоторые тоже здесь есть опции. Более детально это меню мы покроем немного позже, а сейчас предлагаю двигаться дальше. Хотелось бы еще добавить, что после того, как вы установили аддон, одно из первых дел, которое я советую сделать, это зайти в настройки и выбрать текстуры, которые вам нравятся. Для того, чтобы наглядно все продемонстрировать, я сделаю поменьше настройку картинки вот этой вот, которая на заднем фоне, и бэкграунд сделаю более выразительный. Про все остальные настройки поговорим немножко позже, уже когда будем обозревать детально каждый модуль. Так, я буду показывать определенные механики, как что работает, но не буду пока что рассказывать, как они открываются, это расскажу немного позже. Первый модуль, про который я хотел бы сказать, это Inviter. Он позволяет набрать людей в рейд из гильдии, то есть когда гильдия RT, то есть Raid Time, этим модулем вы можете быстро набрать людей на рейд. Что здесь можно сделать? Во-первых, можете выставить сообщение, которое будет аддон спамить в чат раз в определенное время, которое вы можете настроить. Вы можете выставить способ приема игрока в рейд, то есть из чата люди будут проситься в рейд, либо из PM. Либо еще можно включить из глобал каналов чата, то есть вот этих. Все каналы, в которых вы есть, из всех каналов аддон будет пытаться подобрать одну из вот этих фраз. То есть по-хорошему вам придумать какую-то фразу, которую типа как секретную фразу, и аддон будет пытаться ее найти и, собственно, заинвайтить рейд. То есть вы можете вот этими двумя опциями набирать людей в рейд, даже не будучи в гильдии. Дальше. Ну, тут, собственно, все почитайте, разберетесь. Тут не так что и сложно. Можно выставить время, когда аддон закончит набор. То есть, например, через 5 минут он становится. Либо можно вот это вот время, local time, то есть местное время, можно написать прямо вот так вот, в таком вот формате. То есть оно тоже будет работать. Можно выставить сложность рейда, которую аддон выставит, когда начнут создавать его. Также можно выставить способ распределения добычи. То есть мастервуд, группвуд или фривуд. Кроме того, можно дополнительно набрать людей
в RAID из других тулов, но об этом позже. Также тут есть небольшая менюшка, которая позволяет видеть, когда другие офицеры гильдии, ну, или рейд-лидеры делают набор в RAID. Тут будет такая кнопочка. И можно включить режим, когда кто-то, собственно, начинает так собирать рейд, ваш аддон это опознает и пытается вступить в рейд. Если рейд собирается через этот аддон, он даже без сообщения вступит в рейд. Если он распознает вот эти вот фразы типа raid time, RT, он попытается написать плюсик в чат. Ну, сейчас для проверки я на твине включу вот эту галочку, а здесь начну создавать рейд. Вот как мы видим, вот этот ДКшник сразу же присоединился моментально просто. И если мы здесь откроем аддон на этом ДКшнике, то мы видим, что вот идет набор на РТ. Следующий инструмент, который добавляет аддон, это вот такой вот раздатчик предметов. Ну, в частности, фласок для РТ. То есть мы можем взять какой-то предмет и закинуть вот сюда вот этим кликом. Кстати, давайте выпишем инвайтер. Закидываем предмет. Мы можем либо вот этими кнопочками количество, либо скроллом мышки поменять. Правой кнопкой убирается предмет. Как вы уже могли заметить, самое главное, что здесь есть, это распознавание ролей рейдовых. То есть аддон понимает, кто танк, кто хил, кто медик, кто кастер. И, соответственно, для каждой из этих 4 ролей мы можем выставить свои предметы, то есть свои фласки, которые подходят, зелья. Можно также еду раздавать, что хотите. Кроме того, для удобства вы можете создать несколько сетов предметов для разных подземелий. Например, вот этот сет будет для РС, условно говоря, а сет там не будет большее количество фласок, ну, то есть создать еще один такой же сет для ЦЛК. Ну, для проверки имеем мы ДКшника со спеком Frost ДПС. Вот такие вот предметы мы его выставим. Давайте еще вот это положим. Нажмем старт. Как мы видим, аддон подсказывает, что у нас определенные предметы заканчиваются. Это ДКшник, ДПСник, а вар это танк. И у вара мы тоже запустим эту раздачу и кинем друг другу трейд. Собственно, как мы видим, что было, то выдалось. Вот эта фласка у нас ее нет, она не выдалась. Ну, то есть вар распознался как танк, ему выдался этот сыр. На стороне вара ДКшник распознался как ДПС и выдалась ему фласка ДПС. Ну и последнее, когда вы заканчиваете раздачу, предметы загруппируются в стак. Следующий модуль, про который я хотел сказать, это Rewarder. Либо, если хотите, начислятор. То есть данный модуль полностью заменяет стандартное окно рейда с теми же функциями, но даже больше. Собственно говоря, здесь мы точно так же можем тягать людей между пати, либо мы все пати можем прям перетянуть, либо, например, мы можем поменять людей местами. Вдобавок ко всему этому мы можем точно так же, как здесь, правой кнопкой нажать по игроку и выставить некоторые роли. Например, main танк, off танк, лутера можем передать, можем корону дать, то есть ассист, и некоторые опции те же, что и в меню гильдии. Можем нажать. Возможно, вы заметили вот это вот меню. Про него мы поговорим немножко позже, но, как вы могли подумать, и правильно подумали, это спек. А именно отвечает за то, какой мы лут будем получать. Этим не обязательно пользоваться, но скоро вы поймете, что это прикольная тема. Предлагаю быстро поговорить про цветовые обозначения. Если игрок нормальный, то есть с ним все хорошо, у него белая панелька. Если игрок не в гильдии, то у него красная панелька. Также мы можем навестись на такого игрока и нажать Shift, и тут будет небольшая подсказочка. С таким игроком мы можем поступить двумя способами. Либо мы можем его
Shift-ПКМ нажать по нему и пригласить его в гильдию. Либо можем нажать на него левой кнопкой и выставить ему мейна из гильдии. То есть сделать так называемую локальную привязку. То есть в таком случае игрок будет полностью обрабатываться аддоном, будет получать все начисления, у него будет возможность получать шмот за свои очки, ну то есть ЕП, либо ДКП, а также вы будете его корректно здесь видеть. При наведении шифтом будет отображаться его main и его, собственно, заметки, значения и прочие данные. Следующее, что вы могли заметить, это желтая панелька, которая обозначает, что у игрока, что игрок гильдии, но что у него пустая заметка. То есть это либо новичок гильдии, либо это, возможно, твин какого-то игрока, и его просто забыли привязать. То есть вы можете вот так вот взять и быстро привязать человека. А что еще здесь есть? Мы можем взять и привязать человека вот сюда. То есть вот этот привязан на агнезию, и вот этот тоже. То есть фиолетовый цвет обозначает дубликатов. То есть человек на двух персонажах сидит в рейде. Обычно такой дубликат будет сидеть где-то в 8 пати. То есть приходят люди, заходят своими персонажами, которые не в гильдии. Мы их привязываем, они становятся зелеными. И они сидят в 8 пати для того, чтобы получить, собственно, награду за рейд в конце рейда. Таких можно просто кикать. И последнее цветовое обозначение, оно есть только в гильдиях на ЕПГП. Это если у игрока либо этот игрок привязан к игроку, который заморожен. То есть у него в его значении ЕПГП находится точечка в начале. В этом меню мы можем быстро его разморозить, либо нажать вот здесь Shift-ПКМ. Вы уже могли понять, это меню несет три функции. Первая — это, собственно, сам RAID-браузер, в котором вы можете видеть людей и их состояние по отношению к гильдии с цветовыми обозначениями. Второе — это возможность привязки людей, которые не в гильдии, к их гильдейским мейнам. И третье — это возможность начислений по системам EPGP или DKP, в зависимости от того, что использует ваша гильдия. В данном случае это реализовано по системе таких вот галочек, чекбоксов. Вы их можете выставить либо вручную, как хотите, либо вы можете это сделать вот здесь. То есть, как вы можете заметить, это такая система наградных критериев. То есть, если вам нужно сделать всему рейду разовое начисление просто по окончанию рейда, вы можете ввести сколько, ввести причину этого начисления, то есть просто за рейд, и открыв вот это меню, сделать начисление. При желании вы можете изменить способ начисления, но по дефолту здесь менять вам ничего не нужно. Сразу вижу ваш вопрос. Почему так сложно? Но я вам скажу, если вы думаете, что это сложно, то посмотрите на вот это. Короче, про это меню немножко позже, но если вкратце, то здесь вы можете настроить автоматику, по которой выставляются вот эти вот галочки на основании определенных триггеров. То есть здесь это роли всяческие, рейдовые танки, хил, ДД, РДД. Тут можно класс выставить, особо вам это не нужно, но возможность такая есть. Кроме того, вот здесь мы можем выставить награду для рейд-лидера. И самая крутая фишка — награда на основе данных по логам скада. То есть мы выбираем какого-нибудь босса, выбираем режим, например, нанесено урона, нажимаем Save. Теперь, когда мы нажмем вот эту кнопочку, всем выставится первая галочка, то есть за рейд, а вторая галочка, если у них есть роль танка, то есть у двух людей. Третья, если есть роль хила, но для того, чтобы она проставилась, надо, чтобы персонаж был рядом. Мой вар никогда персонажа не видел рядом, так скажем, ну, в этой сессии игровой, поэтому галочка не выставилась. Плюс последняя галочка выставилась лидеру рейда, и вот эта галочка скады не выставилась, потому что у нас неправильное значение вот здесь. Вот так должно сработать.
Видите, выставилось. Помимо того, тут есть возможность отслеживать, кто получил фласку через вот этот модуль, который мы раздаем. Ну и после того, как вы выставили все наградные критерии и убедились в том, что им выставлено правильное число наградных этих значений, вы можете сделать, собственно, начисление. Вот показываю пример здесь. К сожалению, здесь у меня скады нет, но все равно должно получиться. Как вы можете заметить, вот этот ДКшник, который не видите, для него отдельной строчкой идет оповещение в рейдовый чат. Помимо того, у этого модуля есть две крутые фишки. Игроки, которых вы вручную вот так вот привязываете, которые не видите, эта привязка хранится лично у вас в клиенте игры, и вы можете ее очень быстро передать другим игрокам, другим офицерам. То есть они, зайдя в свой аддон, могут открыть вот это меню и нажать вот эту кнопочку. Аддон сделает запрос в видео и перекопирует все вот эти вот привязки. Вторая крутая фишка, про которую я хотел сказать. Помимо этого мы можем включить вот эту опцию, которая позволит нам делать некоторые вещи в рейде автоматически самими членами рейда. Например, мы можем вот таким образом узнать, сколько у нас очков. То же самое работает с ДКП. Команда одна и та же, но то, что она выдает, разнится в зависимости от того, какая у вас гильдия. Либо мы можем, либо, как мы видим, у нас вот этот ДКшник никуда не привязан, мы можем вот такой командой взять и привязаться. Это работает как для непривязанных твинов, так и для персонажей не в гильдии. То есть будет создана либо локальная привязка, либо вот это действие, оно заэффектит настоящую офицерскую сметку гильдии. Если бы вот этот ДКшник был не в гильдии, и вот этой командой, когда он привязался, создавалась бы локальная привязка, то есть он бы зеленым бы стал, вот эта локальная привязка автоматически передается офицерам гильдии. Вот эта опция. Что это вам дает? То, что эти все привязки, по сути, может делать кто угодно, и они автоматически синхронизируются между офицерами. Единственное требование — офицеры должны быть онлайн. Но даже если кто-то пропустил рейд, то всегда он может через вот эту опцию перекопировать себе весь список привязок. Еще две опции, на которые стоит обратить внимание. Когда вы делаете начисление, тут есть такая галочка «Сохранить рейд». Либо вот этой кнопкой можно сделать то же самое. Что это вам даст? Создастся снапшот рейда с возможностью потом его восстановления. Вот этот приз, как можно увидеть, он не в рейде. Но я вижу рейд. Это меню, например, позволит вам делать начисления позже, либо, собственно, просто сохранить рейд и любоваться им, когда захотите. Также через Alt-клик мы можем получить ссылку на композицию рейда на WoWhead. Ну и последняя фишка — это возможность посмотреть очки игроков в рейде, сортированные по ролям. Тут, если выберете сразу все игроки подряд идут, те, которые в гильдии, по крайней мере, и также по ролям в рейде. Обратите внимание, что здесь отображены не все игроки, а только те, у которых распознана роль. То есть, например, вот этот Блафос, если он танк, на самом деле, он здесь не будет отображен, потому что спек не распознан. Опять-таки повторюсь, это лишь пример, и когда вы будете на самом деле в рейде, вся эта информация будет отображена. И последний инструмент — это инструмент для разрова лута по системе ДКП, либо EP-AUG без ГП, которая. Как это выглядит? Например, мы берем какой-нибудь лут из инвентаря, запихиваем его сюда, начинается разрол. Игроки в рейде могут делать определенные ставки, ну, то есть один ставит 5, другой ставит 10, перебивает, и таким образом идет аукцион. Дальше, когда заканчивается время, либо если мы вот эту кнопочку нажмем, аукцион заканчивается, и аддон подводит итоги и показывает, кто выиграл. Дальше мы можем снять
это число с игрока, а также отдать предмет. Отдать можно либо трейдом из инвентаря, либо из открытого лута с босса. Вы можете настроить таймер, сколько дается времени на разрол предмета. Можно настроить определенные часовые диапазоны, по которым игроки будут вынуждены делать ставки. Ну, то есть, например, до 100 ставка по 5, то есть 5, 10, 15, 20. А все, что выше 100, уже по 10. То есть, например, 105 мы уже поставить не сможем, надо 110, 120. Основные настройки, в принципе, несложные, но детальнее по ним я расскажу в следующем видео. Что я хотел бы добавить, помимо того, что вы можете навестись шифтом на игрока так же, как здесь, также вы можете нажать на игрока правой кнопкой, и вот это то самое меню вы можете поменять игроку. То есть вот здесь аддон определяет, какой спек у игрока. При желании, если игрок хочет забирать шмот на другой спек, мы можем таким образом поменять приоритет лута для этого персонажа, и он будет забирать лут только для роли ДПС. Также вы можете вот здесь ознакомиться с цветовой индикацией, какой цвет что обозначает, и посчитать, на каких условиях аддон определяет, какая шмотка к какому спеку относится. В следующем видео я детально разберу, как правильно, быстрее, а главное удобнее ролить шмот, поэтому оставайтесь на линии. И последнее. Да, не могу сконцентрироваться, какой-то кот бегает.